Всем привет! Выехали на поиски монет в заброшенную деревню. До этого там был ГУЛАГ. Раньше жили ссыльные, в общем ГУЛАГ был, лесопункт. Вот даже написано вот это вот: жертвам политических репрессий, немцам, спецпоселенцам поселка Вылердым. Вот в такие, в общем, исторические места заехали. Я предлагаю доехать вон до того дерева. Вон до того дерева, видишь? Доехали мы, значит, до этого дерева. Деревня. То, что мне сейчас Андрюха сказал. Была, была, видимо, большая, раз была школа. Потом эту школу разобрали по бревнам и перевезли. Здесь. О, что-то есть. Патрон. Калибр. Он снаряженный. На него. Скрываем патрончик. Мы вскрываем, и там дробь. Чикс. После дроби, вот он, свинец, можно использовать на грузике. Вот он здесь. Как бы с контейнером идет, получается. Дробь была в контейнере. Он какой-то как будто бы сырой. Так, у нас еще один сигнал. Это мы все в этом же месте. До места, где школа, туда мы еще не доходили. Здесь какой-то сигнал наш. Ага, проволока. 1975 год. Так, здесь тоже что-то. Да у Димки что-то так хорошо пикает, но не буду обкапывать. Здесь? Здесь. Монета. Ух ты! Ну-ка, давай. 89-й год. Ух ты! А что она горелая какая-то? 5 копеек. Охренеть, сохран, ты посмотри на нее, просто почернела. Да. 89-й год, это, наверное, какие-нибудь рыбаки уж тут потеряли. 5 копеек, ребята. Тут, походу, может, какой-нибудь магазин стоял. Опа! Во. Ай! Плита, да? Чугуняк. Чугунная. Угу. Ну, кому монета, кому вот такая хрень. А вот это что сейчас с этой делать? Возьмем. Что она тут будет догнивать? Сдадим на металлолом. 18 рублей килограмм стали. И вот эти слова были переломными в нашем походе. Мы поехали за монетами, а в итоге набрали чермета. А потом еще поехали в пункт приема чермета и его сдали. Так, еще сигнал. Опа, опа, опа. Что-то захрустело. Зазвенело. Плита. Андрюх, плита. Осколок плиты от печки. Так, у нас новая находка. Что-то там уже скрипит. Еще одна, да? В общем, здесь все-таки это чугунная плита. Так вот то, что находим, уносим на дорогу. Потом надо будет выкинуть, чтобы потом еще раз, если сюда приехать, одно и то же не находить. Так, ну что, значит, в этом месте у нас гвозди и кусочки от плиты. И куски все примерно одинаковые. Вот, возможно, да, был в этом месте дом, когда выравнивали там трактором, что-то равняли эту плиту, в общем, поломали. Смотрим дальше. Клин топора. Вот оно и нашли. Точно, или точно. что такое? Да, ручка от ведра. О, опять синка. Мне интереснее, скоба. О, прикол, скоба. Это бревна такое скрепляли, да, значит? Так мы тут сейчас на пару тысяч металла накопаем. Только я собрался уходить, как Димка говорит, еще что-то есть. Вот, на глубине примерно 30 сантиметров пошли кирпичи. Офигеть, офигеть, офигеть. Копеечка. Копейка. Ну-ка. 1940 там? Вроде бы, да? Да, Копейка. 40-й. Сохран. Офигеть, сохран. 40-й год. Держи. Вот это да. Опа. Смотри, что. Засов какой. Это забивалось в бревно. Да. А этот закрывалось чикс. Все вручную делано. Класс.
Вот наша груда находок. Это какой-то был чугунок, как будто бы. Формы такой. Так, новая находка. Угу. Какой-то крючок. Вот это сплюснутая часть, скорее всего. Что там? Ходячка. Ходячка какая-то. Сейчас посмотрим. Это монета, которая сейчас ходит. Ходячка, которая сейчас ходит, монета. Понятно. О, ты что ты нашел такое? Так, вот, иди делай обход, осмотр находок. Это трубки какие-то, бутылка из-под, крышка от водки старинная. Так, ну, первое, что это только что Димка нашел, это, ну, похоже на тяпку. Потом трубка, похоже на медную, потому что окисление такое зеленое. И ходячка. Ходячка это монета, 2 рубля монета, которую можно еще использовать. 1997 год. Новые находки от Андрюхи. Пуля ружейная. Дальше. Какая-то свинцовая штука, возможно, тоже сплюснутая пуля. Вот она. Свинцовая. Вот. И какой-то замочек. Где она? Вот она. Дошли мы до школы. Будем смотреть, какие находки могут быть здесь. Что таскали ученики с собой в школу? Когда не лезет лопата в землю, как это по-толокопски называется? Не знаю. О! Что-то будет. О, видал? Идет кого-то. Кирпичи, что ли? О, Какая-то чаша. да, какая-то подобие. Обалдеть. Это чугунок. Или как он называется? Да. Обалдеть. Толстый чугунок. Сейчас опытом не монета. Полный чугунок монет. Давай. Звон монет где? Класс. Вот это уже настоящая раритетная штука. Горшочек. Горшочек, да, наверное. Горшочек вари. Что, вытащил? Фундамент. Кирпичи. Так, в общем, то, что звенело, это была плита от печки. Большая? Да, нормальная. Так, ну идем прям под березу. Там что будет? Ну, это кто-то копал также и сюда посбрасывал, наверное, да? Да. А может нет. Интересный ствол. Чикс под 90 градусов. И дальше наверх. Так, сигнал конкретный. Что-то вроде как есть. Даже лопата не лезет. Опа. О, прикольно. От дверцы. Да, были какие-то даже надписи. Ну это и есть дверца. Ну что, значит здесь была печь, значит здесь был дом. Шурфили до нас. Смотри какой. Снова горшочек. Обалдеть, какая штуковина. Трубки, да? Ну понятно. А может что-то такое. Часть. Мгм. Фу, сколько мушкары. Что это такое, Димон? Дай-ка посмотрю. Гидравлика. Это, да, гидравлика. Ну вот мы нашли наконец-то клад. Обалдеть. Рессора. Или что? Какая-то сплющенная штука. Держите. Так это типа как плуг. Да? Ну или как ее, землю копать? Сейчас же. Вот, надо все эти железки
собой брать. Килограмм железа стоит 18 рублей. Здоровенная железяка. О, это трак. Димка, трак нашли. Трак. Вот, снимаю его. Обалдеть. Такое я видел только в видео. Про металлокоп. Трак. Траки пошли пачками. Обалдеть. А вот это... Екать. Я сейчас чуть не попал на бабки. Андрюха. Пробил? Да. Ну хрен с ним. Еще поработает. До катушки не достал. Охренеть. Видишь, какой тяжелый. Это уже... 5-килограммовка. Да не, поболее. Это ж трак. Поболее. Так что, здесь значит еще один должен быть? А, надо искать. Капец, блин. Перевернул, называется. Не, ну Трак. это значит хороший, тяжелый. И корпус хороший, видишь, он помялся, но не пробился. Угу. Ладно, ищем дальше. Прикинь, настоящий трак. У нас второй трак. А как так? Тут же людей сколько было? А там уже такая штука, как нора такая вглубь идет. Ага. Там детали разные. Этот немножко другой. Ну все, отбивай его, да. Чистить надо. Ну что, у нас еще один трак. Где? И трак или чугунная плита. Ага. Где-то внутри еще там она. Обалдеть. Какая-то мощная. Обалдеть. Это что такое? Это металлическая? На кость похож. Металлическая. Металлическая. Офигеть. Она с близкого расстояния выглядит так. Отваливаются от нее то ли ржавчина, то ли земля. Сейчас Ага. А что такое? Пока не ржавчина толщиной по 3 миллиметра, наверное, отваливается от нее. Это пружина. В ней земля внутри. Надо будет очищать. Вот. И еще вот такую штуку нашли. Так, еще покажу одну из интересных вещиц, которую нашли. Это вот такая консервная банка. Здесь знак Олимпийские кольца и Сараево 84. О, ветерок начинается. Шторм. Пока пережидаем грозу, покажу монету. Ну, это Андрюха все здесь нашел. Плюс-минус все. Вот, а вот это вот царская монета 1893 года. 3 копейки. Вот он. Покажу результат. В общем, ходили монеты искали. Но получилось так, что насобирали металла, может, килограмм 50. И еще там не весь это металл. Вот покажу 2 трака. Штука. Каждую штуку я уже показывал в видосе, наверное, кроме вот этого подшипника. Вот. Попробуем сдать и покажу, насколько получится по деньгам. Какая-то штуковина. Какой-то, засов может быть какой-то. Типа так, чик, что-то закрывает. Так, раз. Потом еще хотел показать вот эта вот плюшка. Ну такая, килограмм может быть, тяжелая. Чугунные плиты от печи. И вал вот такой еще. Ну этот, килограмма 2-3. Переезжаем немножко ближе к выходу. Это вот береза школа. Ну тут, кстати, вот мы и нашли в этих местах, вот за березой, там 2 трака. Там вот дальше нашли, Андрюха, по-моему, нашел эту бабышку. Такую, не знаю как называется, которая килограмм 7-8. Вот, и сейчас они копают
Вот в той стороне, ближе к лесу. Я сейчас туда подъеду. Вот. Думаем, вообще загорелись таким желанием набрать действительно металла и посмотреть, сколько получится вообще металла сдать. Может быть, окупить бензин, типа. Ну, такой интерес, как бы вроде интерес, да, и интерес, который будет с прибылью. Металл, багажничек небольшой, но металл все равно получилось загрузить. Так, значит, вот это бабышка, весло вот это непонятное, и вот здесь в мешке. По пути, думаю, еще расскажу про вот машину. Это Lada Travel. Сейчас вот стоит она, ну, под таким наклоном небольшим на обочине. Вот, и дверь багажника перестала закрываться. Вот, видите, я хлопаю, она не закрылась. То есть сильнее хлопать смысла нет. Скорее всего, это из-за того, что она стоит под наклоном, какой-то перекос кузова, что ли, произошел. Вот, сейчас я разворачиваюсь, встаю на ровную дорогу и покажу, будет ли она закрываться. Так, ну вот, я встал на ровную дорогу. Тут все так же, ничего не мешает. Замок. О, нифига, она все равно не закрывается. А что случилось? Что-то не так. Ну, это замок закрыт. Это замок открыт. Нет, не закрывается. Что случилось? Что делать? Что-то где-то какая-то регулировка нарушилась. Ехали мы, проехали всего 100 километров. Ну, общий пробег 600, и что-то уже не закрывается. Печаль. Так, ну, проблемы с машиной меня всегда напрягали и напрягают до сих пор. Вот, поэтому я предпочитаю использовать автобус или такси. Вот, ну тут пришлось ехать на машине. Вот, и значит хорошо, что в машине есть вот такой набор. Набор всяких различных ключей и прочее. И здесь есть необходимый ключик. Это звездочка, которая нужна будет сейчас для регулировки замка. Так. Значит, как я понимаю, вот сюда защелкивается замок. Его нужно сделать ближе, чтобы защелкивалось немножко пораньше. Нашел вот такие вот ключи. Звездочку нашел. О, он крутится очень легко. А вот это и смущает, что, скорее всего, она съехала. Типа надо ее... Бляха, упала. Сделать вот сюда поближе. Да, чтобы она закрывалась пораньше. Обратно все это. Сейчас уже затяну посильней. Не так, как... О, она осталась здесь. Не так, как было затянуто. Так. И вторую. То есть замок просто не доходила собачка замка до того состояния вот этого механизма, чтобы защелкнуться. Это круто, что вообще есть такой набор. Его в комплекте ведь не было.
Так, ну вот я подтянул. Закрываем. Вот. Все. Теперь закрывается. Офигеть, просто от того, что как бы раскрутились болты или не сильно были поджаты. Начал закрывать эту дверь, смотрю на вот этот вот механизм, собачку эту или как это называется. И думаю, надо же быть, наверное, все подтянуть. На всех дверях, вдруг они везде не затянуты. Поэтому снова беру инструменты и буду протягивать на каждой двери этот механизм. Берем снова ключ этот. Смотрим на пассажирской задней двери левой. Вот то же самое не затянуто. Это так вот чуть-чуть поездить, и оно расслабится. Водительская. Ну, то же самое, не затянуто. Охренеть, честно говоря. Это я, когда выбирал себе китайский мотоцикл, когда еще горел желанием сильным купить его. В принципе, и сейчас хочу купить. Там были постоянно отзывы такие, что после покупки с магазина обязательно нужно протянуть все болты, гайки, все возможное. Все, что подкручивается, все протянуть. Вот. И на машинах получается тоже, машины не исключение. Что, тоже нужно все протянуть, что ли? Поле. Это все тоже место. Здесь была деревня Вылёрдым. Вот изначально здесь был ГУЛАГ. Были переселенцы немецкие. Занимались, ну, скорее всего, лесозаготовкой. Для этого-то и были созданы ГУЛАГи, чтобы подтянуть рабочую силу и вывозить ресурсы. О, какая-то грабли. Не самое главное. Вау. Сейчас что-то будет интересно. Хуже пистолет. Носил с собою ствол, носил патрон в стволе. Через окно ОМОН, вещдоки на столе. Грабли. А я нашел Опа. медную Шинка какая-то. Это от гармонии. Хорошая вещь. Просто в ковальне в какой-то сделали. Ну, видно, что не заводское. Сейчас вот так покажу. В кузне сделано, типа. Так, сейчас, значит, уходим отсюда. Тут больше ничего что-то нет. Вот, и идем туда, где Андрюха нашел старинный ствол ружья. Это просто на другой стороне дороги, вот около этого леса. Так, еще сигнальчик. Что-то прям упирается лопата, не хочет лезть. Не дает трак ей. Что-то есть. Что-то лезет. О, какая железяка. Толстенькая. Толстенькая, еще какое-то кольцо на ней. Кольца, да? Это гвозди. Блин, что-то интересное. Зачем это так было сделано? А, гильза, да? Да. Ну... Какая-то интересная гильза-то. Я что-то даже не знаю, чего это. Дал. Это переделка подо что-то. Наверное, под ружье этого самого, как оно называется. Под ружье Лялина, во. Под ружье Лялина? Да. Ого, что бывает. Так, у Андрюхи что-то интересное. Нет, ничего интересного. О, какая. Налетал обломок О, топора. топор. Ну, а вторая часть, думаешь, не здесь?
Вряд ли. Ага. Что такое? Ну, находили уж такой. Ну да, похожую находили. Ой, топора. Да, это половинка топора. Кованый. Кованый гвоздик. Вот еще что-то. Это как она? А, Плоскорез, во. плоскорез называется? Да. Ну, она тоже кованая, не магазинская. Так, еще один сигнал. Выкапываем. Песочек здесь. Попроще, наверное, будет копать. Ну, здесь что-то хрустит, скрипит. О, Опа. это даже не знаю. Снова коп по старине. Спандер. Эспандер, да. На 3 тонны. Давай, беру. Вот такая вот загогулина. С проушинами. Офигеть! Подкову нашел. Повесим. Класс! Прям в этот, в сохране? Вау! А что это на копе считается, если подкову найти? Она сама по себе удачная. Да? Ну а что люди, когда находят, что говорят? А я не знаю. Вешают у себя дома или что с ними делают? Не знаю. Может вешают. Но у них и куча кто купает. А, кто копает, подков полно, да? Да. Вау, подкова. Можно действительно повесить дома на счастье. Заценим у Андрюхи отзыв про подкову. Андрюха, вон что выкопал. Вон что Димка выкопал. Подкова. Ну, это супер. Да? Это супер. Лучшая штука. На счастье дома повесить. Даже с гвоздями. Отличная находка. Фу. Эта находка отличная. О, у тебя тут раскопано. Еще что-то. Ну да, это типа огороды, а подкова вот это... оно. О, это что там такое? Обалдеть. Плита. Плита чугунная. Тяжелая. А плита тоже по 18? Да. О, нифига, у тебя тут какой-то... А это дверная эта петля. Дверная петля. Вторая подкова. Андрюха сказал, подкова это классно. Обалдеть. Вон гвоздики такие. Интересненько. Вот они, гвоздики вот эти. Андрюха, одну тебе. На счастье. Нет, а что, я не нашел. Новая находка. Вот такая штука. Лопата, тяпка. Так, еще находка. Нифига, напильник. О, какой. Напильник. Так, следующая находка. О, это она такая старинная, по-моему. Это ложка. Угу. Не алюминиевая, да? Сгнившая. Железная. Угу. У Андрюхи какая-то мощная железяка. Это отворот. Да. Обалдеть. Вот это железяка. Так, у Андрюхи еще какая-то железяка. О, плита. Интересно. И плиты, печи, и кони тут же. Что-то хрустит. Ну вот, плита, и тут же, сохран, плита. И тут же кирпичи, печка.
ничего не нахожу пока что. Новая находка. Шестерни. Да, шестеренка. Закончили мы сегодняшний коп. Солнце садится, машкара одолевает. Вот это все еще это велердым. По левую, по правую сторону. Вот металл. Здесь. Вторая часть нашего мероприятия. Это шашлыки на даче. Ключ. Обалдеть. Такой вот. Ключ. Класс. Гвоздь кованый. Угу. Обалдеть. Шкалик какой. Но это не одеколон, да? Явно. Ух, спиртом пахнет. Ого. Вот это, Андрюха, мангальщик. Так, у нас процесс идет. Мясо уже почти на шампурах. Тут. Так, если кто помнит прошлогодний видос, как мы ездили на комп, там Андрюха включил радио, мы тянули провода, закидывали их на елку и ловили китайцев. Вот, теперь он достал свое новое радио и включил русское радио в Китае. Так правильно называется? Русскоязычное радио Китая, да. Сейчас будет какая-нибудь китайская песенка. Короче, Андрюха открыл березовый сок. Это, собственно, производство, консервированный с лимоном. Обалдеть. Наступило утро. Сейчас Андрюха предложил съездить на место, которому минимум 120 лет. Это база Кылтова. Раньше там сделали сначала церковь. Потом там была в этой церкви детская колония. Сейчас там здание церкви и развалившаяся деревня. А местами и нет домов. И вот мы едем в это место покопать. С утра был дождь. Я очень порадовался, что мы проснулись на даче, а не в палатке, в сырости в эту. Мы подъезжаем. Приехали. Территория, которую будем мы пробивать, это вот эта поляна. Находка. Древний яд для мух. Дихлофос. 1973 год. Вот. Что там Топор такое? в исправном состоянии. Опа! Опа! Топор. А вот здесь у него что? Они, скорее всего, там клеймой. Обалденско. Да, тут что-то есть, надписи. Сейчас надо почистить будет. Сейчас я возьму что-нибудь почищу, железку. Привезли топорик домой. Значит, вот это место с клеймом отмачивал в лимонной кислоте 2 суток. Но пока что результат вот такой. Сниму еще вот с близкого расстояния, что заметил. Вот здесь как будто бы похоже на звездочку. Вот видите, вот эта вот часть. Вот, смотрел по таблице клейм с заводов старых. Но такое клеймо ни на что не похоже. Ну, хотя, что тут можно разглядеть, я не знаю. Может быть, вы что-то увидите. Андрюха снова что-то нашел. Ух, кольцо. Это Эспандер, уже на, сожмешь? к лошадям относится. Что это может быть такое? Где-то я видел такие штуки уже. И новая находка. Я не знаю, да, что это такое, непонятно. А, это кусочек цепи. Раз, два, три, 5. Ну, здоровая. А, ну еще вот такой лист металл. Видимо, от печи.
О, Андрюхи еще что-то от печи. Угу. Это вот все на вот этом месте, рядом с дорогой, рядом с машиной. Новая находка, часть утюга. И утюг наверняка это был не электрический, а еще тот, который угольный. Медная трубка. Летят тучи прямо на нас. Это уже точно нас мимо не обойдет. Поэтому у нас минут 10-15. Вот такие находочки. Сейчас буду это все в мешок собирать. Ветер поднялся. Дождь прошел. Мы снова вышли на коп. И тут же нашли вот такой вот фонарь с защитой. О, пластина, как быстро. И кружка. Смотрите, ручка какая. До сих пор работает ручка, подвижная. Так, новые находки. Какая-то чаша. Тарелка, да? Тарелка. Сейчас посмотрим какой-нибудь год, клеймо. Ничего нету. Вот ручка у нее. Миска, Андрюха говорит, для музея. Так, мы немножко дальше продвинулись по этой полянке в сторону леса. Вот, и Андрюха наводил справки. Вот там, где сейчас растет иван-чай, был барак с польскими заключенными. Пока я переодевал сапоги, нашли монету. Монета. Это... Ух ты. Так, вот она монета. Так. Вот монета. 3 копейки, 1950 год. Сохран. Отличный. О, какая находка. Здоровенная штуковина. Металлическая. Че, сколько весит? 10 точно. 10. Это прям такая здоровая и тяжелая. А что это может быть такое? Кольцо какое-то, наверное. Может, тоже 2 чуть-чуть. Не... Да, тяжеленная. Килограмм 10, наверное, весит. Вот наши находки. Это уже после дождя минут 10 прошло. И уже вот штык прям. Штык. Я просто такие штыки видал. Так это от оружия получается? Смотри, он очень твердая сталь у него. И он, видишь, окован не просто четырехгранник, Ага. а там как бы такие сбоку желобки. А, это электропроводки, которая домашняя, да? Ролик из кирпича сделан. Так, ну вот, подошел я к этому месту, где иван-чай. Вот это фундамент. И уже такой основательный. Видно, что тут не просто какой-то маленький домик был, а настоящий бетонный фундамент. Какой чайничек, интересно. Внутри беленький, светится. И какое-то кольцо, да? Что-то, колечко. Еще Флакон. одна С неизвестной жидкостью. Давай посмотрим, что там такое может быть. Открываем, в общем, жидкость эту. Ну, похоже, как будто на йод. Ну, какое-то лекарство. Или, может, спирт даже. Ну-ка попробуй. В крышечку бахну. Да, это какое-то лекарство, но я не знаю какое. Типа как от кашля что-то. Больше ничего нету, обозначений никаких. Так, теперь смотрим у Димки, какие находки. Что, есть что? А, вон. Ведро? Нет, это. Может, даже получше. Угу. Ну, там нашли вот такую кофейничек, чайничек. О, Вот. И кольцо, и какой-то бутылек с лекарством. Ой, так оно все шевелится. бочка. Ого. Нет, что-то не бочка, да? Поменьше что-то.
А, ну какая-то емкость. Ну да. Хотя металл такой толстенький. Чан как будто, знаешь, этот банный. Нет? А, ну может. Ну вес хороший, но мы ее не загрузим, потому что у нас уже нет места в машине. Так, находочка. Труба. Начинай от буржуйки. Да. Ну, на металлолом пойдет. А у нас новая находка. Зубило. О, какое интересное. Раз, два, три. Шестигранная. Так, у Димки такая находка, что он меня позвал и говорит, это лучшая находка за сегодня. Это однозначно лучше монеты. Смотрим. Смотри. Это трак. Ну, это большой какой-то трак. Обалдеть. Это очень трак большой. от здоровенной. О. Давай. Опа! Так вы не трак, вы гусянку нашли. А, это целиком гусеница идет? Она дальше идет, прикинь. Обалдеть. Как мы ее повезем? Давай тогда откапывай. Хотя бы вот здесь по краю обкопай, дальше мы ее свернем. А, вот оно, да? Да. Это да. Это мощь. Вот это да. Ну-ка, что с проушинами? Ладно, пошел я, у меня там все фигня. Здесь круглые. Здесь круглые. А вон, видишь, здесь Шатается. Здесь уже шатается, здесь уже выработка. Значит, Не продать. да. Ну-ка пошевели, я засниму. Вот. Вот она. Так шевелится. То есть там выработка большая. Попробую поднять. 20, наверное, точно есть. Ну 15-то точно. Ну, наверное, да, ближе к 20-очке. Вот такая мощная штука. Вот подтверждение тому, что здесь было какое-то здание. Предположительно магазин. Это вот этот вот фундамент. Первая находка мощная. Это какая-то металлическая плита толстая. О. Ага. А реально что-то такое. Вроде Да. как раз Это высоковой. крепление изолятора к столбу. А, вот, да. Так, откопали мы эту грандиозную штуку, и это оказалась плита от печи. Да? Нет, вроде бы. О. Не? Чугунная плита от А, печи. да. Здоровенная, килограмм на 5. Да больше чуть. Больше? Плиточник. Металлокоп у нас закончен на сегодня. Значит, вот это все то, что мы до этого еще нашли. Загрузили все в машину. Вот, уже и впереди место вон загружено. Вот, и теперь мы идем туда, где 2 трака лежат. Его еще загрузим и поедем уже по домам. Давай, Серег, ты веди и говори итоги. Итоги? Да. Загрузили полную машину, даже вперед под сиденье. По эмоциям классный отдых получился. Необычные находки разнообразные, и монеты, и металл. Вот, побывали в местах, где я до этого не был, например, Кылтовская база, и по Вилердому было интересно походить. Нашли там тоже эти подковы, здесь топор. В общем, для такого отдыха, для впитывания каких-то, получения эмоций от внешнего, очень даже классно. К Андрюхе на дачу, пообедаем и в обратный путь. Вот, общий пробег составит где-то около 280-300 км. Подснимем. Или какой вот эта цифра? 0,3? 47 или 42. 42. 42-го года выпуска изолятор. Так, а этот у меня... Так, приехали мы на металлоприемку. Так. Давай, выгружай. Металл сдали, сейчас заехали, значит, на мойку. Надо помыть машину, помыть коврики. И тогда уже контрольный расчет, что сколько вышло на бензин, на помывку.
Потому что помывка это те же самые расходы. Ну сразу скажу, марка, итого 150 килограмм, засор 5% он сделал засор. Цена 18 тысяч за тонну и 2 574 получили.